Против тренда, когда мы торгуем, мы не пытаемся поймать вот это место или вот это место, самый максимум. Это плохая идея. Мы ждем, когда вот эти быки, покупатели, потеряют силу. И вот ключевой вопрос. Как это выглядит на графике? Как это мы можем, внимание, сформулировать в определенную последовательность, где 1, 2, 3 критерии будут очевидны, и мы сможем действовать каждый раз одинаково в одной и той же ситуации. И вот сейчас я продал 2 позициями криптовалюту Dashcoin. Это работает на любом другом рынке. Акции, фьючерсы, индексы, золото, нефть, неважно. Везде одна и та же формула. Посмотрим теперь сюда. Я сделаю чуть-чуть поближе, чтобы вам тоже было видно. Даже расширим вот так окно. Угу, отлично. Вот мои 2 продажи здесь, вы их видите. 2 точки входа на sell. Стоп-лоссы 33 130 и take profit 1 32 500 и take profit 2 пониже здесь. Основной take, который меня интересует, конечно, вот этот. Если цена до него дойдет, то стоп-лосс второй позиции отправится в безубыток. 2 позиции я использую для того, чтобы забрать больше, если рынок будет двигаться в мою сторону. Это не только технический или финансовый аспект, но и психологический. То есть ты не будешь испытывать страха упустить возможность, если после срабатывания первого тейка цена дальше пойдет в твою сторону. То есть ты уже продал 2 позициями и заработаешь еще, если цена будет опускаться, опускаться, опускаться. Это очень круто и решает абсолютно все задачи трейдера. Ну и плюс убирает лишние вот эти эмоциональные качели. Так вот, пока мы ждем с вами эту ситуацию в реальном времени, я расскажу, как последовательно мы с трейдерами это торгуем. Условие номер 1. Я смотрю на вот эту гистограмму внизу экрана. Меня интересует, чтобы зеленый столбик этой гистограммы был около вот этого красного уровня. Затем я жду, когда вот эти линии, видите, 2 линии поверх гистограммы идут. Они начнут снижаться и пересекутся. Вот здесь, видите, момент пересечения этих линий. То есть я вот так выделю. Вот эта зона, где эти линии пересекаются. Да или нет? Абсолютно да, это факт. Поставим сюда вертикальную линию тоже. Не так принципиально, прям детально, в каком это месте произойдет. Плюс-минус несколько свечей. Это ни на что не влияет. Отлично, супер. Что еще должно быть выполнено, чтобы мы торговали разворот? Еще одно важное условие – это пробой вот этих белых точек. Видите, вот здесь пробили. Это может произойти как после вот этого условия, да, пересечения линии, так и до. Не так важно. То есть на вот этом участке мы видим срабатывание сразу 3 наших условий. Именно. Зеленый столбик гистограммы поднялся до сигнального уровня. 1. Точки белые были пробиты. 2. Линии пересеклись. 3. Все это называется сетап. То есть готовая установка для того, чтобы торговать в поворотных точках. Теперь мы ждем, когда цена придет вот сюда, к обратным вот этим красным точкам. И вы можете заметить, что здесь на самом деле было несколько таких возможностей продавать. Самое раннее здесь sell, то есть когда цена возвращалась к красным точкам. Здесь sell. И вот сейчас здесь sell. Не так принципиален в этом случае вход, потому что плюс-минус он был бы на одном уровне. Но тем не менее, абсолютно лучшие входы, они когда цена приходит к зоне ценности, безусловно. То есть мой вход чуть-чуть даже с опозданием небольшим. Не страшно. Понятно, да? Теперь стопы. Стопы идут за вот этой зоной, то есть где красные точки, стопы сюда ставятся. Тейк-профиты выставляются по соотношению в зависимости от того, что у нас написано в настройках советника ATM. Обычно мы берем 1,4 до первой цели, то есть вот до сюда. И если первый тейк сработает, стоп-лосс второй позиции отправим без убыток, и дальше соотношение может быть и 2, и 3, и 5, и 10 к 1. Вот на прошлой неделе было 2 сделки
соотношением 6 к 1 и 8 к 1, и они сделали общий профит в итоге. То есть достаточно трейдеру поймать один-два хороших движения, да, один-два хороших моментума за неделю, чтобы заработать. Потому что большинство сделок не будут определять профиты, лишь несколько позиций дадут ощутимый финансовый результат. Таким образом, продажа здесь, две позиции, стоп здесь, оба, да, стоп, один тейк здесь и второй тейк у меня пониже вот здесь. Это отметка в районе 32, круглое число. Вот посмотрите, например, по левую сторону. Одна и та же закономерность. Видите, вот здесь осциллятор зашкаливает. Причем он зашкаливал достаточно долгое время. Вот начиная отсюда, я поставлю вертикальную линию. Вы увидите, вот он зашкаливает, 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 но линии растут. То есть говорит о том, что моментум, вот это очень важно, чтобы вы понимали, чем отличается моментум от обратной стороны тренда. Давайте я вот здесь немножко заострю ваше внимание. Смотрите, есть моментум. Это, как правило, небольшой отрезок графика, когда цена за минимальное время проходит большое расстояние очень быстро, в процентах большое движение происходит. И вот здесь мы видим, бум, моментум, цена полетела наверх. И вот здесь мы ни в коем случае не хотим продать. Мы хотим купить наоборот. Если вы посмотрите, увидите, осциллятор вот здесь уже зашкаливал, но линии моментума, которые как раз и фильтруют все мои сделки, вы заметите, что линии моментума здесь, наоборот, раздуваются и растут. Никаких признаков слабости здесь нет. Точки белые не пробили, ничего. Но затем, если вы посмотрите, вы увидите, что линии моментума вот здесь пересеклись. Вот здесь точки белые пробили, и вот здесь уже коррекция к противоположным. Ровно то, что я прямо сейчас вам показывал правый край графика. Та же самая закономерность. Вот здесь sell, стоп, здесь уже первый тейк сработал. Отлично, остаток без убытки. И вот она снова конструкция повторяется. Просто один в один вы можете сделать скрин этой ситуации и каждый раз ее репетировать. Таким образом, понимая, на какой стороне тренда ты находишься, если моментум, то ты торгуешь только с трендом. Если обратная сторона формируется, то есть так называемая зона истощения, тренда истощения движения, то ты находишь момент, когда присоединиться и уже быть продавцом. То есть здесь ты покупатель buy, а здесь ты уже продавец sell. И вот таким образом ты можешь подключаться к разным рыночным движениям без суеты, без каких-то там поспешных решений. И это очень круто, потому что рынок не двигается всегда вот так вертикально наверх. Да, у него есть циклы. Он идет наверх, тренд, моментум, потом этот тренд угасает. И вот здесь нам важно понять, да, где передняя сторона тренда, а где обратная сторона тренда. Потому что часто я вижу, как трейдеры, например, торгуют вот в этих локациях, когда уже тренда по факту нет, но они пытаются торговать и чаще всего либо застревают в боковике, либо теряют деньги. Я вот в телеграм-канале об этом делал короткое видео, посмотри, там 5 минут, как раз о том, как фильтровать тренды, потому что вот, например, на прошлой неделе, если торговать по формуле новый максимум, коррекция к уровню, 84-86% сделок убыточный, если не фильтровать. Здесь будет QR-код сейчас, вот справа или слева. Вы можете нажать на своем телефоне и прям по ссылке попасть в телеграм-канал. Там и видео, ссылка на видео, да, как раз с фильтрацией. Там на странице вы увидите несколько роликов, где я показываю, как я фильтрую сделки. И торгуя на разворот по этой системе, по тренду по этой системе, контртренд по этой системе, достаточно войти один раз. То есть один вход в зависимости от состояния рынка. И все. И делать это двумя позициями. То есть можно в настройках вот этого советника наверху, видите, ATM, задать параметр такой, что двигай стоп-лосс второй позиции, если тейк первый сработал. То есть возьми вот этот стоп буквально и за этими красными точками с небольшим отступом двигай. Все. Самое главное, держи в голове, вот фокусируйся на вот этой логике. Угу. Тебе не надо быть умным там трейдером в плане вот глобально понимать, куда рынки двигаются, как там перераспределяется объем, ну вот в эту уходить степь, потому что многие думают, что им нужен какой-то уровень знаний о рынке глубокий, да, который позволит им зарабатывать.
На самом деле нет, все сводится к тому, что ты видишь и что ты будешь делать. Мгм. Как ты натренируешь свой мозг и свои глаза замечать одни и те же закономерности. И реагировать на них в соответствии с правилами. Все. А не то, что ты там академический какой-то имеешь. Скилл, бэкграунд. Это не дает преимущества в трейдинге абсолютно. Потому что ты можешь знать хорошо экономику или там взаимосвязи разных валют, да, там корреляции и фундаментальные основы движения цены, объемы и прочее, но не делать деньги вообще, потому что вопрос твоей дисциплины здесь поднимается. Вот что важно. А дисциплина возможна в том случае, когда ты можешь повторять одно и то же, и тебе это понятно. Мгм. Вот тебе же понятно, что я сейчас объяснил? Да, например, один условие, два условия, три. Да, абсолютно даже ребенок поймет. И вот здесь у тебя появляется настоящее преимущество. В чем? В том, чтобы быть постоянным. Вот главный секрет трейдинга. Видишь, делаешь одно и то же каждый день. Одно и то же каждый день. Обратите внимание, цена протестировала самое минимальное значение уровня. Поэтому, вероятно, мы видим здесь отскок. А вот к этой зоне, к этой структуре.